Привет, друзья! Добро пожаловать на мой подкаст по-русски издалека. И, как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня мы поговорим на одну из очень таких тяжелых тем для меня лично, и, я думаю, для многих русских людей, а именно о результатах последних выборов. Что меня поразило, как я чувствую себя по этому поводу, я вам сегодня все расскажу. Но прежде чем мы начнем, как обычно, хотел бы поблагодарить всех моих патронов, конечно. В частности, таких людей, как Джефф, Джоэл, Джош, Бирк, Елена и Лиз. Если вы также хотите поддержать мой проект, всего за $4 в месяц вы получите транскрипцию ко всем моим подкастам, что очень важно, когда вы изучаете русский язык. Также хорошая новость. У нас есть новое аудиосообщение, которое прислал мне Тимоти из Америки. Тим, я его получил почти 2 месяца назад, но совсем забыл про него. Извини, Тим. Ну вот, сегодня я его нашел, и сейчас мы послушаем, что же ты нам расскажешь. Привет, Сергей. Всем привет. Меня зовут Тим, я американец и сейчас живу в штате Мичиган в США. В отличие от многих американцев, говорящих по-русски, я не изучал русский язык в школе. У меня нет никаких русскоязычных родственников, и даже в университете моя специальность никак не была связана с русским языком. На самом деле, по образованию я религиовед, и в университете я в основном изучал христианство 1 и 2 веков. Но когда я закончил университет уже лет 5 назад, я понял, что работ, связанных с этой специальностью, очень-очень мало. Но нужна была какая-то работа, я в то время точно знал, что я не хочу работать в каком-то скучном офисе, поэтому я пошел работать лесным пожарным. Проработал я пожарным около 3 лет, потом устал от этой работы, захотел попробовать что-то новое и подумал, почему бы не изучать русский язык. На самом деле у меня всегда был какой-то интерес к России, особенно к русской литературе, но самым главным фактором в моем решении изучать русский было как раз звучание языка. Я до сих пор просто обожаю, как русский язык звучит. Даже словами я не могу передать мою любовь к звучанию этого прекрасного языка. Ну вот, потом, не зная русского языка, я поступил в магистратуру. Если честно, я был удивлен, что меня приняли, но они сказали, что мне нужно будет достичь уровня B1 до начала моей учебы. Это уже было почти 2 года назад. Я сразу понял, что самостоятельно я не смог достигать такого уровня и начал рассматривать всякие варианты, разные программы по русскому языку в США. По итогу я нашел самый интенсивный вариант, который существует в США, и в июне 2022 года я поехал в штат Вермонт, и там учился 2 месяца там. Это такая известная языковая программа у нас, называется Middlebury College, и там все студенты, они должны говорить исключительно на русском языке в течение этих 2 месяцев. Затем в сентябре того года я переехал в Мичиган и начал учиться в магистратуре. В это время у меня уже была достаточно хорошая база в плане грамматики, но мне не хватало практики. И потом я нашел этот известный сайт italki и просто начал разговаривать с носителями по несколько часов каждую неделю. Это мне очень помогло в плане говорения. Но кроме этого, я много слушал и смотрел контент на русском языке. Мне особенно нравятся подкасты, для меня это самый удобный способ улучшить свое понимание и произношение. И сейчас я работаю здесь, в моем университете, репетитором по русскому языку. И первый совет, который я даю моим ученикам, это слушать подкасты. У меня даже есть целый список разных подкастов, но первый подкаст в этом списке — это, конечно, по-русски издалека. Конечно, подкастов в этом жанре очень много, но твой подкаст — это один из очень немногих, который подходит для всех уровней. Ну вот, это мой результат после около 2 лет изучения русского языка. И просто хочу сказать огромное тебе спасибо за твою работу. Без таких подкастов, как твой,
это было бы просто невозможно. Так что еще раз спасибо большое. Пока. Вау. Просто вау. Тим, за 2 года так выучить русский до такого уровня. Конечно, я встречал таких людей даже среди моих студентов, но это редкость. Ну, ты большой молодец. Просто невероятно. И, пожалуйста, я очень рад стараться, я рад делать мой подкаст для тебя, для моих слушателей, которые изучают русский, потому что я знаю, как это трудно найти хороший контент на том языке, который вы изучаете, потому что я сам, как вы знаете, изучаю иностранные языки, поэтому для меня очень важно иметь хороший контент. И спасибо, да, мне очень приятно слышать, что мой подкаст находится первым в списке среди всех твоих подкастов. Это очень круто. Это, да, мне очень было приятно слышать. Спасибо, Тим. И, друзья, если вы также хотите отправить свое аудиосообщение, даже если вы не говорите так хорошо, как Тим, ничего страшного. Я думаю, это будет отличная практика. Записывайте свои подкасты, записывайте свои мини-подкасты, свои аудиосообщения и отправляйте их мне на почту inrussianfromafar@gmail.com. Ну что, пойдемте слушать сегодняшний подкаст. Поехали! Итак, как вы знаете, или, возможно, вы не знаете, в прошлые выходные, то есть, получается, в пятницу, в субботу и воскресенье были выборы в России. Выбирали нового президента. Я думаю, что я сегодня буду говорить немножко сумбурно, буду использовать много таких междометий, как потому что это очень импровизационный подкаст, я не готовился. Просто буду выражать мои мысли по этому поводу, но постараюсь говорить медленно. Я думаю, таким образом у меня получится правильно подобрать те слова, которые я хочу сказать. И для вас это тоже будет полезно. В общем, конечно, к этим выборам в России люди готовились уже не первый месяц. Что я имею в виду? Как бы все знали, что, скорее всего, так и произойдет, что произошло, а именно Путин выиграл эти выборы с результатом в 87,5%, что является абсолютно неправдивым результатом. Я думаю, даже Лукашенко не посмел нарисовать себе такой результат на прошлых выборах. Но, тем не менее, факт остается фактом. Путин будет нашим президентом в следующие 6 лет. Но прежде чем мы поговорим об этом грустном факте, давайте расскажем, как я готовился, как многие русские люди готовились к этим выборам и какие надежды у нас были, какие надежды мы возлагали на эти выборы. Все еще началось тогда, я бы сказал, в ноябре, если мне не изменяет память. Была такая женщина, ее звали Дунцова, ее зовут Дунцова. Она политик из небольшого города недалеко от Москвы, но сама происходит из Красноярска. Она сибирячка, так же, как я. И она собиралась баллотироваться в президенты, но, к сожалению, ее даже не допустили к сбору подписей. Потому что, видите, в России они сделали такую трудную систему для того, чтобы стать кандидатом в президенты. Тебе нужно получить как минимум 100 тысяч подписей от разных граждан. А ее даже не допустили до этого. Вот. Это была первая надежда, но, к сожалению, она ничего не дала. Потом была другая надежда.
так как был другой человек, который также собирался собирать подписи. Это был Надеждин. Надеждин, его фамилия сама по себе давала нам надежду. У нас была надежда на Надеждина. Да. И его допустили до сбора подписей. И что было также невероятно, он смог собрать эти 100 тысяч подписей за, я думаю, 3 недели. И даже не 100, он смог собрать 200 тысяч подписей. И потом, когда он принес эти подписи, которые люди собирали в течение долгого времени, и что было интересно, эти подписи, мы могли видеть огромные, долгие и длинные очереди людей по всей России, которые вставали в эти пункты очень рано или поздно, в зависимости от времени. Они хотели оставить свою подпись за этого человека. И все люди в этой очереди знали, что здесь те, кто не согласен с тем, что происходит в нашей стране, кто не согласен с режимом Путина, кто хочет перемен. Я думаю, что для этих людей это было очень классно побыть вместе. Обычно очереди — это что-то плохое, но в этом случае это было наоборот. Это было очень классное событие. Я, к сожалению, не смог поучаствовать в этом, потому что, как вы знаете, я живу во Вьетнаме. Но я был свидетелем этого онлайн, я смотрел, как это все происходило. Это очень сильно давало вдохновление, воодушевление и надежду. Но, возможно, как вы знаете, Надеждина также не допустили до становления кандидатом в президенты, потому что, как они сказали, какие-то подписи были не настоящие, какие-то подписи были оставлены неправильно. В общем, как обычно, устроили бюрократическую волокиту, так называемую. И после этого Надеждин судился, подавал в суд первый раз, во второй раз, в третий раз, но, конечно, у него так ничего и не получилось. И тогда оппозиция решила, что все равно нужно идти голосовать. Конечно, Надеждин не прошел, и все те кандидаты, которые были в бюллетене, а их было 4. Это был Путин, это был Слуцкий, это был Даванков и Харитонов. Они все были системные политики, то есть более или менее они, так сказать, поддерживали настоящий режим, хоть и не говорили это прямо. Или говорили тоже. И поэтому, казалось бы, голосовать не за кого. Но идея была такая, что можно голосовать за кого угодно, кроме Путина. И так люди и сделали. А кроме того, если мне не изменяет память, то Навальный, он еще когда был жив, он говорил о том, что люди должны устроить полдень против Путина. Это такая акция, когда все те, кто против Путина, должны были прийти в полдень, то есть в 12 часов дня, и проголосовать вместе. Что они и сделали, что я сделал. Я, когда готовился к выборам, я звонил моим друзьям, родителям, всем, кого я знаю, всем, кто может меня послушать, и я говорил: давайте вместе пойдем, проголосуем в 12 часов и покажем, что мы не одни. И здесь, во Вьетнаме, в Дананге, есть консульство России, поэтому я позвал своих приятелей из Хояна, мы заказали такси и поехали вместе голосовать. Я думал, что, может быть, к 12 часам подъедет 5 человек, 10 человек, может быть, 15 человек максимум. Но когда мы туда приехали, там была огромная очередь. Я думаю, как минимум из 100 человек, может быть, даже больше. И эта очередь не заканчивалась долгое время. И я простоял в этой очереди почти 2 часа. Это было очень тяжело, потому что полдень против Путина в России — это одно, а полдень против Путина во Вьетнаме — это другое, потому что было очень и очень жарко. В 12 часов дня стоять, это было очень солнечно.
К счастью, я взял свою Панаму, поэтому моя голова была в порядке. Но это было классно. Это было классно видеть так много людей, которые с большой вероятностью пришли и в это время не случайно, а именно потому, что они хотели показать, что мы против Путина, и мы не одни. И таких очередей было много, не только во Вьетнаме, их было много в России, их было много по всему миру, в разных странах. Я думаю, что во Вьетнаме была не самая длинная очередь. Я слышал, в Армении была там на 10 минут. Можно было идти от начала до конца очереди, то есть примерно 1 километр. Это просто невероятно. И в России были также такие очереди. Это было не только за границей. Поэтому, когда я видел эти очереди, у меня было чувство надежды. У меня было чувство, что мы сможем что-то изменить. Возможно, Путин все равно победит, но, по крайней мере, мы сможем забрать у него очень большое количество голосов. И я проголосовал за Даванкова, потому что это единственный кандидат, который в своей программе сказал, что он за мир. Он не говорил против войны, потому что, как вы знаете, войны нет, есть только СВО. Но, тем не менее, он сказал, что он за мир с Украиной, на условиях России, конечно, но, тем не менее, он хоть об этом упомянул. Остальные даже ничего об этом не сказали, поэтому я подумал, ну, хорошо, проголосую за Даванкова. И если смотреть на экзит-полы в многих странах, ну, не в России, да, а где в других странах голосовали, но даже в России очень много, во многих местах, почти, я бы сказал, везде, кроме нескольких мест, Даванков побеждал. Он побеждал Путина. И в России, во многих городах он также побеждал. Вот. Но, как вы знаете, потом, в конце концов, я думаю, что те люди, которые нарисовали эти 87,5% Путину, возможно, они даже не считали эти голоса, понимаете? Они не считали, они просто сказали, вот нам нужны такие цифры, и все. Как я чувствую себя по этому поводу? Конечно, когда я услышал об этом, мне было очень горько. Я знал, что, скорее всего, это произойдет, но я думал, что будет, не знаю, у Путина 70%, но в лучшем случае это было бы 60% у Путина, 30% у Даванкова или 40%, да, и какие-то проценты у других людей. Но такой бессовестный результат, такой просто беспринципный, такая наглая ложь, которую они сделали, просто несравнима ни с чем. Понимаете? И поэтому мне было очень тяжело смотреть на это. И больше всего мне тяжело осознавать, что тот момент, когда я могу вернуться в любимый край, в любимую страну и начать там жизнь, построить будущее с моей семьей. Я думаю, что он не случится в ближайшее время. Мне кажется, что теперь, когда Путин снова стал президентом, как минимум на следующие 6 лет, то все может стать только хуже. И теперь его ничего не останавливает начать новую волну мобилизации, ухудшить состояние граждан. Ему все равно. Ему главное достичь своих целей любыми путями. И мне жалко об этом думать, но больше всего мне жалко, конечно, моих друзей, мою семью, которые, возможно, не совсем осознают то, что происходит. Конечно, им трудно, потому что они там находятся, и им хочется думать о лучшем, не переживать об этом, как многие говорят, они вне политики, но я искренне надеюсь, что ничего плохого не будет, и что следующие 6 лет, конечно, возможно, не будут лучше, но, по крайней мере, не будут хуже, чем нынешнее положение в стране. Но я не знаю.
очень трудно видеть какой-то свет в конце туннеля. Но я хочу закончить той фразой, которая помогает мне держаться, помогает мне, так сказать, не впадать в отчаяние. А фраза звучит так. Я не помню, кто сказал эту фразу, но это был какой-то очень мудрый человек, скажем так. Он сказал так. Добро в конце всегда побеждает зло. А если сейчас побеждает зло, значит, это еще не конец. Поэтому, друзья, конечно, жаль потерянного времени, которое уже было потеряно, которое еще будет потеряно, но я уверен, что рано или, скорее всего, поздно тот режим, который сейчас есть в России, пройдет. И, конечно, уйдут годы на восстановление того уровня жизни, того авторитета России, который был в мире раньше. Но, тем не менее, он вернется, и настанет светлая Россия будущего. Возможно, уже для меня, как для пенсионера и для других людей. Но, тем не менее, это будет. И самое главное, не забывайте, друзья, что если вы потеряли надежду в изучении русского языка, если вы чувствуете себя демотивированы, то не забывайте, русский язык — это не язык Путина, это язык людей. И люди есть разные. И это не только язык людей, это язык писателей, это язык музыкантов, художников, артистов. Это язык культуры, которая намного больше, намного сильнее и намного дольше просуществует, чем этот жалкий режим этого жалкого человека. Так что учите русский. Желаю вам всего самого наилучшего, друзья. Спасибо, что слушали сегодняшний подкаст. И оставляйте ваши комментарии в Spotify или в комментариях под этим видео, если вы смотрите видео. Если вы слушаете аудио, то делайте в Spotify или можете отправить мне ваши комментарии на мою почту, как я уже упомянул выше ранее. Да, желаю, чтобы все у вас было в порядке, друзья, чтобы в ваших странах всегда был мир над головой. Желаю победу Украине и чтобы был мир в мире. Такая немножко наивная, но, тем не менее, важная вещь. До скорого, друзья. Пока-пока.